Тэхён снял маску, это так символично. Все бы уже давно сняли. Всем привет, друзья! Вы на канале Елена Рэй. И сегодня мы смотрим камбэк BTS с треком Life Goes On. Друзья, спасибо вам большое за комментарии, мы их все читаем. Спасибо за вашу поддержку и за лайки. Да, и напоминаем, что на нашем канале выходят не только реакции, у нас выходят другие форматы. Будем рады, если вы с ними ознакомитесь и подпишитесь на канал, если еще не подписаны, и нажмете на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые следующие видео. Друзья, если вам действительно понравится это видео, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями. Да, это нам очень сильно поможет, и мы будем вам очень благодарны. Ну а теперь давайте смотреть. Да, мы сразу понимаем, что видео будет лирическое, по тизерам судя, да, но самое главное, режиссер здесь Чонгук. Смотрим его работу режиссерскую. Тэхён снял маску, это так символично. Все бы уже давно сняли, было бы. В принципе, я ожидал, что трек даже будет, скажем так, более какой-то лиричный, более спокойный. В целом, да, здесь лирика, но она такая. Вот видите, даже с рэп-лайном. Пыльный велик, да? Типа давно он на него не садился. Вот это прикольно. Всегда люблю, когда они прикалываются в кадре. Это достаточно так поднимает настроение. Куда он едет? Да, интересно. Кстати, вот РМ сдувал пыль с велосипеда. Он вот в видео, предшествующем этому клипу, говорил о том, что он как раз начал заниматься усиленно. Тренироваться, чтобы чувствовать себя лучше. То есть так вот они до вечера и просидели перед Они телевизором. смотрят, в смысле, свои видюхи. Да, но это, Я насколько так понимаю, понимаю, это какая-то отсылка к BTS In The Soup, которая, правильно? То есть их такой архив семейный, будем говорить. О, свитер классный. Насколько лиричным не был бы трек, рэп Шуги звучит всегда круто. Забавно, конечно, что их постоянно надевают в пижамки во всякие там. Да. Это очень, очень забавно смотрится. А, поняли, да, это стадион, видимо, ностальгия по выступлениям, Да, по скорее всего. суперским концертам. Ну да, получается, как бы концертов нет, но жизнь так или иначе продолжается. А, ну понятно, вот на конференции, которую вот мы смотрели перед премьерой, там вот Джин говорил, что он очень много спит, да, а Рэм говорил, что он тренируется, и все это отражено в клипе. И вот он, пустой, получается, стадион. О, когда же это время уже закончится, да? Да. Переходное такое время. Это, получается, отсылает нас к концерту, который был Онлайн-концерту, недавно, да. да. На котором, кстати, у нас тоже есть несколько видео, можете посмотреть, если еще не видели. Я не представляю, как они вот без концертов сейчас, Конечно, как им тяжело. это же такая энергетика, которой должны подпитываться артисты и зрители от артистов, такой взаимообмен. Это очень важно для любого творческого человека. Вот так вот. И на такой
черно-белой ноте это все Да. заканчивается. Ну что ж, так сказать, подведение итогов, впечатления. Да, ну, жизнь продолжается, надо ждать. Я так понимаю, что в этом смысл клипа. Надо извлекать уроки, надо заглядывать внутрь себя и проводить время вот с близкими людьми, да. Пока что только воспоминания, как мы вот видели, да, они смотрели кадры про себя, про свое прошлое, да, про то, как было здорово. А сейчас такая как бы режим пауз, да, и ожидания. Я это так поняла. Что касается, вот давайте поговорим о режиссере, то есть Чон Гук режиссер, и если вот такие моменты, как Тэхён, снимающий маску, да, как Тэхён, который едет и смотрит на стадион с такой как бы немного ностальгией, немного грустью, если это все находки Чон Гука как режиссера, все-таки такие вещи делает режиссер, то я могу сказать, что этого режиссера большое будущее, потому что на самом деле это очень так, ну, трогает. Ну, да. Это хороший такой ход, интересный, и не каждый, скажем так, человек может вот это так тонко подметить, почувствовать, да, через символы передать вот эту вот всю палитру эмоций относительно ситуации мировой, да? Ну да, вот элементарно велосипед, покрывшийся пылью, это тот символ, да, который все поймут. Да, и в целом, если смотреть именно на работу, ну вот на режиссерскую, на то, как был выстроен клип, то не складывалось впечатление, что, знаете, здесь какой-то дебютант работает, да, который там вот только, ну это по сути клип полноценный, наверное, первый его, правильно? То есть до этого он снимал, конечно, какие-то видео, да, с участием BTS, но это больше было просто так как-то, ну, по-домашнему для себя, скажем, а это уже, ну, полноценная работа, которая, я думаю, наберет сотни миллионов просмотров, да, и вот он здесь режиссер, это здорово. Что касается трека самого, естественно, это не бенгер какой-то, это не жесткий разрывной трек, да, но при этом тизеры давали понять, что будет, ну, прям лирика максимально какая-то мягкая, максимально вот эта пижамная, да, но я, в общем, готовился к тому, что будет прям, ну, совсем медленный, совсем какой-то лиричный трек, но нет, в целом трек достаточно, ну, не скажу, что прям ритмичный, но нормальный, не тягучий, Ну да. воспринимается нормально, не скучаешь, не зеваешь от него, да. Да, напишите, как вам понравилось, что вам понравилось. Конечно, конкретно мы любители более взрывных BTS, да, более там крутых, танцевальных, чтобы была хореография, но, опять же, есть, например, Spring Day, да, трек, который любим просто миллионами и миллионами, миллионами. Я думаю, что это вот со времен Spring Day, наверное, самый ламповый такой камбэк у BTS. Поэтому я думаю, что вот те, кто любят Spring Day, они оценят очень высоко эту работу. Мне кажется так. Вот, кстати, тоже обязательно напишите, если вы любите Spring Day, прям можете так написать: люблю Spring Day, хоть убей. Вот так вот. Да, посмотрим, какие дальше будут треки, мы послушаем обязательно альбом и составим топ. Да, у нас выйдет обязательно видео, топ, лично наш топ треков с нового альбома, мы уже вот готовы их послушать. Очень будем рады поделиться с вами своим мнением и услышать потом ваше. Были рады встрече с вами, были рады вашему просмотру. Обязательно подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Будет выходить много новых интересных видео. И с вами был канал. Елена Рэй. Всем пока, друзья! Пока.